Этой функции нету, я знаю точно, в дорогущем Range Rover за 5 миллионов. Представь себе, ну был бы ты 1,90 м, ну чуть-чуть бы прям, но все равно же влез бы, правильно? Никто бы тут не говорил. Всем привет, народ! Я очень рад успеху ролика про Freed. Я вам, конечно же, решил еще вот такую вот современную тачку показать. Там в комментариях я видел, что многие писали, вот бы гибридное что-нибудь из хондочек. Вот как раз у нас свежая гибридная будет машинка. Вы уже даже по внешности, те, кто интересуется, кто подбирает на данный момент автомобили, уже по внешности поняли, кто это у нас такой. Это уже шаттл, не Fit шаттл, как раньше, да, то есть раньше это действительно был, по сути, Fit универсал. Ну, то есть то же самое, да, только чуть-чуть подлиннее, покрупнее, пошире, попросторнее. Сейчас все равно это осталось близко к фиту, да, то есть это тоже машина с похожими агрегатами, ну, в общем, она смахивает, да, какими-то моментами, но тем не менее Honda постаралась сделать так, чтобы шаттл воспринимался уже как отдельная модель, уже не как приложение, как комплектация к фиту, да, вот есть, знаете, помните, было Fit Aria, например, Fit Sedan. То есть это уже не приложение, это уже самостоятельная модель. Шаттл, в отличие, опять же, от того же Фрида, он все равно, ну, опять же, как по мне, воспринимается чуточку полюксовее. И, что очень важно, опять же, для России, его габариты позволяют использовать его даже высоким людям. Это уже вот вы мне не напишите в комментариях, что это, ну, как я частенько говорю, да, тачка для японского роста. Нет, здесь все очень даже полноценно. Хотя автомобиль все равно считается по японским меркам компактным. Если сравнивать именно с Фридом, конечно же, в шаттле люксовей, да? Ну, скажите люксовей. Покрытие это уже мягкое, да? То есть, если там твердое, то здесь вот оно мягкое. Ну, конечно, это имитация строчки, понятно. Но оно мягонькое. Глянцевые поверхности. Кто вот меня давненько смотрит, те знают, как я прусь от глянцевых поверхностей. Я знаю, что вот их вот будешь тыкать, их залапаешь, но я считаю, что нетрудно временами протереть, но иметь глянцевую поверхность, это все равно дорого-богато. Опять же, вот это та же самая приборка, да, опять же напоминает джейдовскую. Конечно, если был бы калькуляторная версия, было бы прикольнее. Калькуляторные версии мне нравятся всегда больше. Есть варианты с кожаными салонами, это, конечно, тоже хорошо. Есть подлокотник штатный, причем, в отличие от Honda Jade, он открывается. То есть здесь он открывающийся. Причем очень даже глубокий, я бы так сказал. А я тоже обратил внимание, что здесь тоже такая есть ниша под низом, где розетки расположены и прочее. Реально удобно. То есть для зарядки положить там телефон. Это реально классно. Мне вот эти вот ниши нравятся. Впервые я такую нишу увидел у свежего Цивика, и мне сразу понравился этот момент. Хотя, конечно, вот этот момент, про который я вам говорил в ролике про Jade, что народ будет мне говорить, что ой, я коленками бьюсь об тоннель, он здесь тоже присутствует, потому что все-таки у машины не совсем концепция минивэна, видите, здесь нет промежутка между передними сиденьями, торпеда высокая. Ну да, вот это, кстати, место вот прям вот реально упираюсь. С другой стороны, ногу не надо напрягать, положил ее. Ну да, типа раз, расслабил лапу, да и все. Здесь есть как будто бы специальная ниша под брелок. У нас же бесключевой доступ, вот это все с брелком. Туда раз, положил, и все, лежит. А для чего еще может быть этот кармашек? Ну, вы, конечно, мне напишите в комментариях ваши идеи. Не пишите, пожалуйста, что он под презервативы. Под презервативы можно использовать абсолютно любой кармашек. Оснащенность подушками безопасности, естественно, тоже нормальная. Сейчас в наше время плохого уже ничего такого нет. Обзорность, естественно, тоже неплохая. Но здесь, опять же, вот эти боковые окошки тоже можно считать абсолютно дизайнерским элементом. Я не думаю, что они как-то функциональны. Толстая стойка, естественно, которая тоже может создавать слепые зоны. Но, по крайней мере, большие боковые зеркала. 14, да? 14,5. Я же говорил, у нас алмаз 15.
Ну что ты врешь-то? Ну-ка покажи. Да ладно, я угораю. Конечно, они одинаковые. Да, одинаковые, конечно. Но визуально почему-то мне казалось, что это как будто бы побольше. В отличие от той же Jade, у шаттла нету сильной зализанности по бокам. То есть у него более вертикальные борта и, соответственно, выше потолок. Это, опять же, для общего ощущения просторности важно. Хотя с водительской-то части здесь довольно-таки низко, да. Но это обтекаемость некоторая. Гибриды, они же, знаете ли, подчиняются законам дизайна. Им нужно, чтобы был кузов обтекаемый, чтобы снижать сопротивление, чтобы снижать еще сильнее расход. Ну, ладно, давайте-ка к багажнику и к заднему ряду сидений. Я думаю, это очень важно. Ну, можно развалясь сесть. Ну да, есть такое. Считаю, вот даже коленки не уперлись даже толком. Я потому что развалился. Это максимальное ее положение. Дальше она не двигается. А, ну да, вот правильно, вот видно, Вот что это ты его как бы максимальное чуть-чуть положение, положил. да. Во-первых, здесь есть вот такая своеобразная полочка. Я здесь такого, ну, вообще я в универсалах такого не видел. Смотрите, вот она. Здоровенная ниша. Здесь, конечно, сейчас на данный момент ничего нету, да. Но если я вот так вот уберу крышку, то сюда можно запаску кинуть и вообще прям спокойно ездить. Хотя, ну, вы знаете, современные вот эти тенденции с запасками как-то не особо дружат. Второй ряд сидений можно двигать. Мы его сейчас еще подвинем. Значит, вот оно в минималке, да. В минималке 95 сантиметров глубина. 95 сантиметров глубина. Если считать по нишам, 145 ширина. Если где колесные арки, 95. $185. Ну вот, да. Полноценно, а? Слушайте, считай, мне же вы вечно говорите, а лежанку показать. Пожалуйста, оборудуйте себе лежанку, можно. Причем, смотрите, ровный пол, реально. Фитовское наследие, а? Фитовское наследие. Фит же у нас так и славился, что хорошо трансформируется в плоский пол. Плоский пол. Отлично. Смотрите, здесь они не стали выпендриваться кастрированным таким, не очень таким правильным третьим рядом сидений. Хотя, конечно, длина машины с одной стороны позволяет 4,7. Решили, что все-таки машину пускай воспринимают скорее как универсал, чем как минивэн. Такое вот маленькое дизайнерское буквально окошечко здесь сделали. Ну, все так. Просто большой багажник и нормальный просторный второй ряд сидений. Мне кажется, очень хорошо. Причем пластик не скрипящий такой, вполне себе, все плотненько подогнано. С подсветкой, кстати, в багажнике, смотрите-ка, это я вот только сейчас заметил. Она еще тут так скрыта, можно, блин, подсветку в багажнике включить. Единственное, что я, может быть, хотел бы в багажнике не только вот одно вот здесь вот еще крепление такое под эти всякие под ремни, вот, ну что, типа привязывать груз. Еще бы парочку бы где-нибудь разместили. Розетки бы еще бы хотелось. 86 высота. И высота, в принципе, достойная. Как и в других хондовских гибридах, ну я имею в виду современных хондовских гибридах, у нас здесь роботизированная коробка. По сути, в саму коробку и запихнут электромотор тот самый, который сообразует всю гибридность. DCT — это вот та самая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, вот 7 вот этих сымитированных передач. Ну, как сымитированных, если учесть, что роботизированная коробка — это, по сути, механика, только управляемая электроникой, так что можно сказать, что даже они не сымитированы, они честные передачи. Я даже вижу по отзывам, вижу по комментариям, очень много негатива выливается именно на роботизированную коробку, хотя я вам не устану повторять, что вы покупаете свежий автомобиль, в ближайшие 5 лет вам точно, без разницы, какая у вас конкретно коробка в машине, вариаторная, как вот в случае с бензиновой версией, или роботизированная, как в случае с гибридной версией, какая вам разница, потому что вы еще не успеете столкнуться с какими-либо проблемами, которые могут вообще здесь вылезти. А по факту
благодаря роботизированной коробке мы получаем что? Динамику мы получаем? Получаем. Мы получаем экономичность? Тоже получаем. То есть, соответственно, я не вижу минуса, я вижу здесь только плюс. Поскольку частенько под роликами про хондовские машины я вижу такие комментарии, когда она сильно низкая, как же вы на ней будете ездить по нашим российским дорогам и прочее. У машины обыкновенный клиренс, здесь, ну как обычно, сантиметров 15, нету ничего такого, тут ни проставок, никаких там жестких пружин приподнятых, то есть вы сейчас видите стоковое состояние машины, и я сейчас буду ехать по не гладкой, по грунтовке, тут бог знает что, сами понимаете, еще и весна, и вы увидите крупно, как она проходит эти препятствия. Просто по-человечески едем и все. Так же, как в случае с Honda Jet, здесь тоже есть система безопасности. У нас вообще практически максимальная комплектация. Здесь есть также и контроль полосы, и все такое. Но, как вы видели в некоторых моих видео, в российских условиях эти функции иногда работают не совсем корректно, поскольку у нас нету приличной разметки. То есть активный круиз-контроль — это, конечно, круто. Вот, кстати, подождите, я даже остановлюсь вам, сделаю внушение. Смотрите, мы имеем японский автомобиль, ну, получается, что, 4-5-летний, да? В нем есть, ну, у нас же есть активный круиз-контроль, мы же контролируем до расстояния до впереди идущей машины, да, то есть машина будет притормаживать и прочее. Так вот, этой функции нету, я знаю точно, в дорогущем Range Rover за 5 миллионов. А у нас в машинке за 1 миллион эта функция есть. Это, конечно, забавно, там, конечно, есть целая куча всякой другой белиберды там роскошной, но вот активного круиза, который, по сути, на трассе, ну, можно считать прикольной такой фишкой, его в дорогущем Range Rover нету. Я вот недавно сам это узнал, думал, нифига себе, как так-то? А вот, короче, вот так. А вот в этой машине он есть. Выглядело это, конечно, я думаю, немножко жутко, но там внизу, за бампером, там есть резиновый такой кантичек, который у нас защищает бампер, и все, и мы спокойненько проезжаем, не очкуя. Ну, конечно, не до полного такого, как бы, извращения, но я вам хочу показать, что это машины, которые только кажутся низенькими. У них обыкновенный клиренс, по крайней мере, уж точно не меньше, чем у всяких ваших Вест Ларгусов каких-нибудь, и спокойно на нем можно проезжать. Но самое главное, что приятно, расход, ребят, ну расход. Понимаете, вот у меня, когда я езжу в соседний город, да, вот считаю, ну 40 километров, да, там 50, для меня это уже сразу так, ну, короче, я туда еще приеду, там поерзаю, 500 рублей, можно сказать, все, вот съездил, 500 рублей потратил. В случае с хондовскими гибридами вы, я думаю, даже имея вот большой универсал, по сути, приличных размеров, приличный уровень оснащенности, комфортности, и потратите 300 уже рублей, я предположу. А может даже и меньше, если смотреть, как будете ехать, если не выпендриваться и не гнать. Так что современные, опять же, гибридные машины, я считаю, это отличный вариант. Конечно, все еще остается... Стоп, парковка кнопкой. Все еще остается такой вариант, что кому-то больше нравятся версии с бензином. Но поймите, смотрите, здесь даже... Ну, что? Вот я вот не могу вот просто уловить, что я такого получаю в плюс, если я беру именно бензиновую версию. В ней 132 лошадиные силы. Так, и что? У гибридной версии, у нее 110 лошадей, это только тот же самый вот полторашечный мотор, да? И плюс мы еще имеем 26 киловатт электромотора, то есть суммарная мощность будет примерно под 160 лошадей, если это был бы бензиновый мотор, только бензиновый. Вот если бы Honda дала бы полторашку бензинку, а лучше бы даже 1.8 и механическую коробку, вот тогда бы чокнутый Ян бы вам все время рекомендовал: так, быстро все взяли механику, Honda должна быть на механике, должна крутиться до 8000. Современность диктует свои правила, и сейчас вы такого уже особо не встретите. Даже Интегра исчезла, да, вот сколько она продержалась, а тоже ее убрали.
Honda сейчас ориентируется скорее больше на семейную какую-то аудиторию. Но у меня канал ведь в последнее время на такую аудиторию и ориентируется. Так что я думаю, вам должно понравиться. Подписывайтесь на канал и впредь будем снимать вам интересные народные машины. Всем пока. Ссылки в описании не забывайте.